Иду проверять капканы. Первый капкан, второй капкан. На этот раз ни того, ни другого. Четвертый капкан. Надо брать на интерес. Есть такой лес. Есть и такой лес. Подходил соболь. Почему же не залазит? Одно из двух. Все как обычно. Вроде нормально. Метель лает. Она лает вот в камнях здесь. Это только взрывать. Буду отдыхать. Всем привет! С утра достаточно морозно, около 20 градусов. Здесь немного, конечно, теплее, я думаю, в районе так 15. Иду проверять капканы. Снега немножко добавилось. Будет интересно посмотреть, какие свежие следы появились, насколько много. Первый капкан. Пусто, все насторожено, приманка на месте, следов нет. Второй капкан. Попалась птица, сойка. На, птички будут донимать. Но следов соболиных здесь нету. Даже вот после попадания птицы не подходил. Опять непонятно, куда соболя девались. В прошлый раз и следы были, и подходы. На этот раз ни того, ни другого. Самое интересное, что птицы, видимо, тоже хватают и начинают тянуть. Иначе бы как срабатывал капкан. Не просто клюют, а прям тянут. Четвертый капкан. Тоже все в порядке. Стоит приманка на месте. В третьем также все было. Сейчас период такой, что холода установились, морозы. Запах уже вряд ли привлекать будет. Поэтому надо брать на интерес соболя. Что-то такое яркое, интересное, привлекательное. Вот вешаю. Где крылышко, где хвостик. Причем желательно, ну, из моего опыта, чтобы это было на контрасте. То есть, если лес темный, белую шкурку зайца вешал я, хорошо работало. Если вот снега много, как здесь, то наоборот что-то темное, чтобы на фоне снега было хорошо заметно. Вот насколько разный лес здесь. Есть вот такой вот кедровник высохший. Есть такой лес. Береза с подростом из кедра молодого. Ну, лет через 100 должен быть хороший кедровник здесь. А есть и такой лес, что называется дремучий. В вершинах ключей темнохвойка, пихта, елка, кедры. Коренной, что называется. Еще один капкан. И снова птица попалась, кедровка. При этом след соболиный вот здесь вижу. Подходил соболь. Но почему-то птицу не тронул. Здесь вот след есть, там след. Ну, сейчас насторожу, поправлю все. Пойдем дальше. Интересно, что птица попалась недавно, даже не замерзшая. Вообще не замерзшая. Буквально перед моим приходом попалась. Вот так. Как-то так. Здесь капкан тоже все стоит, все насторожено. Приманка на месте. Но здесь добавлю сейчас, потому что здесь утка висит. Повешаем остаток сейчас от сойки. Следы здесь тоже есть соболин. И тоже не очень старые. Почему же не залазит? Одно из двух. Либо сытый, либо чего-то опасается.
Все как обычно. Печка, дрова, береста, зажигалка. Решил я дальше заняться благоустройством, пока чай у меня тут кипятится, вода тает, а чай кипятится. Хочу сделать скамеечку, здесь вот стол будет, здесь сделаю скамейку. Подходящая плаха вот есть, длины как раз хватает. Вроде нормально высота. Печку можно достать. Немножко неровно, конечно. Соорудил скамейку. Теперь будет стол со скамейкой здесь. Вполне себе прилично получилось. Единственная дрова будет тяжеловато доставать, но ничего страшного. Буду складывать возле печки с одной и с другой стороны. Место есть, места хватает. Проверил все капканы ниже зимовья. Везде пусто. Приманка не тронута практически. Вот здесь только на последнем расклевана. Но видно, чтобы мелкие птицы были. Соболиных следов здесь я не вижу рядом. По крайней мере свежих. Хотя там по распадку, пока шел, были следы. Немножко как-то даже грустновато, что ли, или немножко, скажем так, расстроился, что ничего не попалось нам, кроме птичек. Я думал, что хотя бы в один-то капкан соболь залезет. Ну ладно, сейчас здесь добавлю немного приманки. И пройдемся с метелью вниз по реке. В надежде на какую-нибудь добычу. Да, метель? Метель лает. Примерно с километра нагнала след соболя. А след свежий очень. Подходил я к следу, смотрел. В одном месте вышел на мочеточку, прям не замерзшая была она. Вот сейчас залаяла вроде. Меньше 200 метров уже. Даже 150 примерно осталось. Ну, если она смогла, то молодец. Сейчас посмотрим. Подошел к собаке. Она лает вот в камнях здесь, в курумнике. Вот такой каменюшник. Стоптала тут все. Сейчас попробую обойти. Может быть, где-то он ее обманул, выскочил. Сейчас круг обрежу, посмотрю. Но добывать здесь практически бесполезно, потому что залез он здесь в одну дырку, вылезти мог уже где угодно. Либо просто сидеть может. Это только взрывать. Даже копать невозможно. Камни. Круг сделал. Но собака сама уже сделала круг. Обрезала. Выходного следа нет. Видимо, соболь все-таки здесь. Сейчас попытаюсь подымить, но шансов мало. Большой объем камня здесь, каменюшника.
Идея такая. Разводится костер ниже, в камнях, в расщелине. Примерно в том месте, где собака копала. Потом этот костер закрывается и засыпается снегом. Здесь я разжигал костер под этим камнем. Закрыл ветками, засыпал снегом. И вот дым пошел из других мест, там где есть тяга, так сказать. Здесь вот в двух отверстиях немного дымит. Отсюда дымило. Сейчас, да, вот сейчас тоже идет дым. Немножко. Но шансов все равно, конечно, мало. Это редко кому удается так добыть соболя в камнях. Мне рассказывали только про один случай. Там было 3 человека, отец с сыновьями, здоровые мужики. Они с нескольких точек такой курумник запалили, закидали ветками снегом, и все-таки соболя им удалось выкурить. Я здесь вряд ли справлюсь один, да и уже и время, без 25 почти. Через 20 минут уже темно станет, уже вот солнце село. Сейчас маленько подымлю, да. Пока дым будет идти, постою. А так, конечно, не повезло нам сегодня. След был свежий, но метель не смогла его давануть быстренько. Добежал он до укрытия своего. Снова по темноте пришлось добираться до зимовья. Добыть мы так ничего там и не смогли. Не выскочил он. Причем мне пришлось даже второй раз туда возвращаться. Метель вернулась, начала опять там лаять. Не хотела уходить, бросать этого соболя. Добрался до зимовья, вот попил чай. Сейчас что-нибудь приготовлю покушать. Собаку уже накормил. Буду отдыхать. Переменчивая погода в этот раз вышла. Вчера было солнечно и морозно, а сегодня пасмурно и снежно. И при этом ветер достаточно сильный. Не такой сильный мороз, как вчера, но ветрено. И тоже прохладно из-за этого. Сейчас я уже почти подхожу к концу путика. Вот в такую погоду приходится выходить. Опять остались без добычи. Хотя и работа собаки была. Ничего страшного. Добыча не главное. Главное сам процесс. Всем привет и пока. До следующей недели. В комментариях спросили, в какой обуви хожу. Когда устанавливаются морозы уже постоянные, минус 10 и ниже, я хожу в сапогах Demar Hunter Pro. Такие сапоги. Сапоги меня устраивают. Ношу уже вторую пару. Первая все еще в принципе пригодна к носке. Купил вторую пару. Первую носил, наверное, лет 5 минимум, может даже больше. Этой паре тоже уже больше 7 лет уже. Теплая, легкая обувь, достаточно ноская, но есть нюансы. Если будет кому интересно, пишите в комментариях, расскажу более подробно. А вот в более теплую погоду, как была при первой проверке капканов, была оттепель. Я был в обычных Эво сапогах, даже никакой не брендовой фирмы, какие-то просто купленные на рынке, с носком ставышем туда теплым. Неделю назад при температуре 0 плюс 5 было абсолютно комфортно. Первый раз за все годы охоты ходил в такой обуви в лесу. У меня был просто не очень удачный опыт
с обувью Эва. Как-то весной я купил такие легкие ботинки с союзкой из Эва. И в первый же выход проткнул их достаточно сильно. И, в общем, как-то предвзято так не относился. Но и эти сапоги, которые были неделю назад, я тоже, в принципе, проколол. Но сучок был тонкий, и он был снизу. Воткнулся. Хорошо, что пятку там, ногу мне не задел, не повредил. Ну, так как сучок был тонкий, в принципе, ничего страшного. Воды уже такой не было нигде. В общем, они не протекали. Нормально все было. Но вот эти сапоги, союзка у них из специальной резины, тоже достаточно теплые. До минус 30-35 я в них ходил. Но зато здесь очень, вот эта союзка из резины, она очень крепкая. Много раз я зацеплялся за сучки, наступал на сучки, но пока тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не повредил. Еще раз скажу, что нюансы все-таки есть. Более подробно, если надо будет кому спрашивать, я расскажу. Но сапоги хорошие. Demar Hunter Pro.